Всем привет! Меня зовут Аня, и с вами снова «Великий и могучий» – проект о русском языке с региональным акцентом. Знаете ли вы, что глаголы в русском языке могут использоваться не только в прямом значении, но и обозначать речь, произнесенную при каком-то действии? Такие примеры встречаются в повести русского классика Александра Куприна «Гранатовый браслет». Например, «Благодарю за сравнение», – засмеялась Вера. «Нет, я только думаю, что нам, северянам, никогда не понять прелести моря. Я люблю лес. Помнишь лес у нас в Егоровском? Разве может он когда-нибудь прискучить? Сосны, а какие мхи, а мухоморы!» Точно из красного атласа и вышиты белым бисером. Тишина такая, прохлада. Слово «засмеялась» здесь имеет смысл «сказала, смеясь» или произнесла со смехом. Вот еще несколько примеров из этой повести. «Перестаньте, с вами нельзя говорить серьезно», — расхохоталась она, откидываясь на спинку кушетки и блестя глазами. «Право, не сумею вам ответить», — замялся старик, поднимаясь с кресла. Должно быть, не любил. Сначала все было некогда. Молодость, кутежи, карты, война. Казалось, конца не будет жизни, юности и здоровью. А потом оглянулся и вижу, что я уже развалина. Получается, что глаголы используются не только для обозначения действия или состояния, но и как средство выразительности языка. Поэтому давайте побольше узнаем об этой части речи. Вы уже знаете следующие признаки категории глагола. Вид – совершенный и несовершенный. Залог – действительный и страдательный. Наклонение – изъявительное, условное, повелительное. Время – настоящее, прошедшее, будущее. Лицо – первое, второе, третье лицо определяется в настоящем, будущем времени. В повелительном наклонении – переходность, переходное и непереходное. Возвратность – возвратные глаголы с суффиксом «ся», «с». Среди постоянных признаков глагола выделяются такие. Постоянные морфологические признаки глагола. Вид, возвратность, переходность, спряжение. Давайте поговорим подробнее о спряжении. Спряжением называется изменение глаголов по лицам и числам. Спрягаются только глаголы в настоящем и будущем времени, а в прошедшем времени глаголы изменяются по родам и числам. По типу спряжения глаголы делятся на две группы – глаголы первого спряжения и глаголы второго спряжения. Спряжение глагола определяется по форме третьего лица множественного числа, если окончание ударное, по неопределенной форме глагола, если окончание в форме третьего лица множественного числа безударное. Обратите внимание на таблицу, ее вы видите на экране. Сравнивая личные окончания, вы сможете определять спряжение глаголов. Давайте потренируемся определять спряжение. В этом нам поможет кировский писатель Владимир Крупин. Вот отрывок из его повести «В Дымковской слободе». А мама потом поругала Федю. Чего было стесняться, могли бы игрушки на месте продать. Все, глядишь, было бы на мелкие расходы. И в город не всю тяжесть тащить. Давайте определим спряжение глагола «продать». Делать это нужно по алгоритму. Первое. Нужно определить окончание глагола. Второе. Проверить, ударное оно или безударное. Третье. Если окончание ударное, ориентируемся на таблицу. Четвертое. Если окончание безударное, поставить глагол в неопределенную форму и посмотреть на гласную, которая стоит перед «т». Если глагол оканчивается на «ать», «еть», «ять», «ыть», «оть», «уть», то это первое спряжение. Если глагол оканчивается на «ить», то это второе спряжение. Итак, глагол «продать». Это инфинитив, то есть начальная форма глагола. Смотрим, на что он оканчивается, на «ать». Это верный признак того, что глагол относится к первому спряжению. Теперь рассмотрим глагол «тащить». Это тоже начальная форма глагола. Глагол оканчивается на «ить», значит глагол относится ко второму спряжению. Попробуйте разобраться со спряжением самостоятельно. Определите спряжение у следующих глаголов. Наругать, сойти, врезаться, холодеть, любить, встретить. Это будет вашим домашним заданием. А я напоминаю, что свои работы в любом формате, текст, видео, аудио, можно опубликовать в
сети с хэштегами «Великий и могучий РФ», «Великий и могучий Вятка», «High and Mighty». За каждую работу мы высылаем в подарок пазл в онлайн-формате и сообщения с пояснениями по работе. При выполнении минимум 10 домашних заданий по нашим урокам вы получаете диплом участника проекта.